Беспроводные Bluetooth наушники, которые имеют активный шумодав ANC до 42 дБ с технологией ZMI EQ Smart версии 2.0, режим прозрачности с двумя видами работы, беспроводную зарядку бокса, полноценное удобное управление с помощью сжатия ножки, а также регулировка громкости тапами, поддержка фирменного приложения, качественное звучание, отличное время автономной работы до 30 часов вместе с боксом, обширный функционал, и это только малая часть того, что нам обещает производитель наушников под названием Xiaomi ZMI PurePods 2 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке с изображением и названием модели, а также краткими характеристиками. Пакинг хороший, в комплекте мы имеем бокс, наушники, короткий кабель с USB-A на USB-C, краткое руководство и комплект силиконовых амбушюр. Один наушник весит 5,5 граммов, а бокс 43 грамма. Габариты бокса 59 на 52 на 24 мм. Наушники не громадные, 20 на 30 на 21 мм. Звуковод овальной формы. Он имеет выступ для удержания амбушюр и металлическую сеточку 4,4 на 3,6 мм. Все в целом стандартно, ничего необычного. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на YouTube канал, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там уже 89 тысяч человек, взаимопомощи 14 тысяч и мой личный телеграм-канал, где я скидываю результаты тестов до обзоров и общаюсь с вами. Допустим, на предмет того, чтобы мне еще купить, чтобы вам рассказать. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже лично я обнаружил только единственную серую расцветку, которую в принципе и купил. Дизайн бокса для ZMI стандартный, выглядит он неплохо, но громоздко. Качество материалов хорошее. Бокс выполнен из матового пластика, тактильно материалы приятные и не скользкие. Ко всему, потертости за время моего использования на нем не появились. На корпусе расположили глянцевую кнопку для сопряжения, неплохо оформленный разъем USB Type-C и логотип компании с LED-подсветкой. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, извлекать наушники из бокса удобно. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть только в открытом состоянии. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса есть краткая информация очень мелким шрифтом и два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют. Вытряхнуть с закрытой крышкой из бокса их можно, но нужно при этом будет приложить очень много усилий. Перейдем же к наушникам. Наушники изготовлены из глянцевого пластика, но на основные части надеты силиконовые насадки. Сборка неплохая, но я бы не сказал, что она соответствует цене. Могли бы подешевле их продавать. Материалы максимально марки. Дизайн наушников на любителя, они точно не универсальные. Посадка в целом комфортная и большинству подойдет. При длительном прослушивании музыки уши не устают, из ушей они выпирают, но не сильно. Во время бега или занятий спортом наушники не вылетают. Пассивная шумоизоляция хорошая. На корпусе расположили по два контакта для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме, маркировку left и right, логотип компании, датчики обнаружения уха и две области для управления тапами и сжатием ножки. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления, прозрачности и обычным, включение-выключение игрового режима и вызов голосового помощника. Управление удобное и круто, что оно полноценное. Это значит, что можно использовать все команды, которые доступны. На одиночное зажатие ножки зашита play-пауза, а на зажатие области верхней части ножки регулировка громкости. Интересно сделали, правда? Настроить команды можно, управление сопровождается системными звуками и озвучкой на китайском языке. Опять же, может быть, в глобале они появятся и все будет на английском, но пока только так. Наушники оснащены динамическими драйверами с титановой диафрагмой на 11 мм. Хотя, по большому счету, это и не важно. Я напоминаю, что те же Sony выпускают затычки с 7-миллиметровыми диафрагмами, и звучат они точно не хуже. Активное шумоподавление до 42 дБ с технологией ZMI EQ Smart версии 2.0 на борту. ANC имеет 4 режима работы, такие как легкий, баланс, сильный и адаптивный режим. Я советую пользоваться адаптивным режимом. В целом, ANC показал себя очень даже хорошо, реализован он отлично. Режим прозрачности также на борту с двумя видами работы. Это усиление голоса и обычный. Режим прозрачности может работать с одним наушником, а вот ANC только с двумя. Мне данный режим понравился, но только в обычном режиме, так как с усилением голоса звук неприятно режет слух. В включенном ANC активным шумодавом, если достать один наушник из уха, то включится режим прозрачности. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается,
по одному они работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Анимации я не обнаружил. Мультипоинт на 2 устройства на борту, и это хорошо. Датчики обнаружения уха отрабатывают корректно и быстро. Емкость аккумулятора бокса 490 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час 45 минут. Беспроводная зарядка на борту, что очень удобно. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза. Емкость аккумулятора одного наушника 54 мАч. Полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 10 минут. Отыграли уши на 70% громкости по кодеку AAC без включенного активного шумодава практически 7 часов. С боксом данная пара прослужит в целом 27-28 часов. Все, правда, будет зависеть от вашего сценария использования. Заявленная водонепроницаемость скромная, класса IPX4, и она только у наушников. Разумеется, я их искупал в воде, после чего просушил, с ними все в порядке, функционал не пострадал, на звучание не повлияло никак, но, напоминаю, все тесты проводятся до утопления. То есть, если вы будете говорить, что с задержкой или с микрофонами что-то не так, нет. Сначала тестирую, потом топлю. Вам я, разумеется, не советую что-то куда-то окунать и ходить под дождем. Любая электроника это не любит, даже если у нее заявлена защита от влаги. ZMI PeerPods 2 Pro подключается к приложению ZMI Hair. С Android-устройствами в приложении у меня они не коннектятся. Приложение QR-код на коробке со сменой региона на Китай. Также скачивал приложение с разных сайтов, но итог у меня лично всегда был один и тот же. На iPhone же скачать приложение можно с Apple Store. Просто подключить данную пару я не смог, только после 3 раз и смены региона данная пара подключилась к приложению. Делаем вывод, что если у вас на руках iOS-устройство и Android, то в целом покупать данные наушники можно. Но я бы не советовал, так как в русской рулетке. И это чудо, что они у меня подключились. Я этому очень рад, как и вы, я думаю. Интерфейс здесь, с другой стороны, доступен на английском языке. Приложение в целом удобное и выглядит неплохо. На главной странице мы имеем заряд наушников и боксов по отдельности, ко всему в процентах, что удобно. Далее есть настройка режимов шумоподавления, 4 неплохих предустановленных эквалайзера и даже 8-полосный кастомный. Из полезного в приложении есть оптимизация звука под ваш слух и оценка громкости наушников для безопасного прослушивания музыки. Также мы имеем тест на правильную посадку и настройку команд управления. Если нажать на значок настроек в правой верхней части экрана, то мы сможем включить-выключить автоматический ответ на вызов при засовывании наушников в ухо, включить-выключить обнаружение уха, обнаружение шума ветра, напоминание о потере наушников, поиск наушников, включение-выключение адаптивной регулировки громкости в соответствии с окружающим шумом. Работает это дело неплохо, но не сказал бы, что прям очень корректно. Обновить прошивку в приложении можно, лично мне одно обновление уже прилетало. Но изменений в работе устройства я не обнаружил. Bluetooth предпоследней версии 5.2 поддерживает кодирование LC3. Из кодеков на борту я обнаружил только AAC и SBC. Через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал, что очень хорошо. Задержка по заявлению производителя с включенным игровым режимом достигает 69 миллисекунд. По факту, конечно, такого результата нет, но при просмотре видео на YouTube в паре с айфоном она незаметна, как и в целом в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны, они отрабатывают неплохо. Кристально чистого звука, разумеется, нет. Как по мне, микрофоны отрабатывают плюс-минус так же, как микрофоны других Bluetooth наушников в этой ценовой категории. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Xiaomi ZMI PureSpace 2 Pro. И да, стоимость у них космос. Наушники сами по себе беспроводные, отличные. ZMI в принципе плохого по мне никогда не делала. Иногда они делают не особо громкие наушники, но это точно не про эти уши. И сейчас, получается, ушли чуть-чуть в премиум-сегмент. Как работают микрофоны? Слышите, по мне все хорошо. По мне стоимость, конечно, высока, но кто покупал ZMI и так в курсе, что если им что-то понравится из этих модельных рядов, им уши, в принципе, зайдут. Можете написать, если у вас был плохой таких беспроводных наушников, либо плохой опыт покупки каких-нибудь пауэрбэнков, мне бы было интересно, потому что все, что я покупал у них,
Все у меня до сих пор работает, и меня... Звучание. Я тестировал их без функции предустановок всяких, запас громкости есть, но не лютый. Я прослушивал музыку не выше, чем на 70%, мне хватило. Звучание неплохо сбалансированное, что является плюсом. Бас без лишнего акцента, приятный и мягкий, с глубиной, и средний бас здесь тоже в наличии. Высокие звучат отчетливо, а середина имеет отличную проработку. Инструментал различим, звучит приятно. Вокал четкий, как мужской, так и женский. Звучание, я считаю, один из главных плюсов данной пары, так как оно действительно хорошее на свои деньги. Если есть возможность послушать, как звучит данная модель, однозначно советую протестировать звук. Из минусов. Основной минус данной модели заключается в том, что это китайская версия наушников, предназначенная для Китая. Повторяюсь, они у меня подключились к iOS устройству только со смены региона на Китай. Не думаю, что данная модель этого стоит. Из дополнительных минусов отмечу зеркальные глянцевые наушники на любителя. ANC не работает с одним наушником, и это непривычно, потому что у флагманов у всех уже вроде работают. Материалы не оправдывают стоимость, как и в целом сборка. Я ожидал чего-то лучшего. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, ну и этот YouTube-канал тоже. Напишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Стараюсь уже покупать все. Видите, какие наушники купил? Правда, я не знаю, что потом буду с ними делать, но это уже лирика. Резюмирую. Беспроводные наушники ZMI Pure Space 2 Pro китайской версии я однозначно не могу советовать в покупке, так как неизвестно, сможете ли вы ими пользоваться с полным функционалом. По поводу установите ли вы программу, подключите ли вы, это вопрос. Если не брать во внимание этот факт, наушники действительно хорошие, но цена завышена. Девайсу за функциональность, качество звука и внешку от меня однозначное да, учитывая стоимость и обрезанный функционал для китайской версии однозначное нет. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. За просмотр двойное спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья.